Всем здравствуйте! В сегодняшнем видео будем одевать вот такого зайку и свяжем вот такой комбинезончик. Можно, конечно, сделать и просто штанишки или шортики, если не вывязывать вот эту часть. Но мы свяжем вот такой комбинезончик. Ссылку на мастер-класс этого зайчика я оставлю в инфобоксе под этим видео. Переходите и свяжем вместе с вами вот такого зайчика. Вязать комбинезон я буду пряжей джинс Ярнард в 50 граммах 160 метров. И использовать буду крючок 2 миллиметра. Набираем цепочку из воздушных петель. Их будет 44. Вот получилась такая цепочка. Теперь нам нужно ее замкнуть в кольцо. Смотрим, чтобы петельки не перекрутились. Соединительной петлей соединяем. Вот так. Теперь 3 воздушных петли для подъема. И начинаем в каждую вот воздушную петлю. Этот хвостик можно сразу ввязывать, чтобы его спрятать. Вяжем по столбику с накидом. И так будем вот по кругу вязать столбики с накидом. И вот покажу, когда довязываете вот последний столбик по кругу, делаем соединительную петлю, чтобы замкнуть ряд, и переходим на следующий ряд. 3 воздушных петли для подъема и вяжем столбики с накидом. И так по кругу столбиками с накидом вяжем 1, 2, 3, 4, 5, 6 рядов. И теперь будем вывязывать одну штанину. Набираем 3 воздушные петли для подъема и провязываем столбики с накидом. Провязали вот 20 столбиков вместе с воздушными петлями для подъема, всего 20. И теперь соединительной петлей соединяем. Вот как выглядит начало вот первой штанины. 3 воздушные петли для подъема и провязываем снова столбики с накидом. И вот получилась такая штанина, которая состоит из 2 рядов. И теперь переходим ко второй штанине, пропускаем один столбик, второй столбик, и вот к третьему столбику присоединяем нить, 3 воздушных петли для подъема. Эту ниточку сразу можно ввязывать. И тоже провязываем 20 столбиков вместе с 3 воздушными петлями для подъема. И останется тоже вот так 2 столбика недовязанных. Вот довязали 20 столбиков, 2 не довязали. Снова замыкаем в кольцо. 3 воздушных петли для подъема и провязываем второй ряд столбиками с накидом. И вот тоже довязали вторую штанину, замыкаем соединительным столбиком в кольцо, отрезаем нить. Нить можно отрезать подлиннее, чтобы этой ниточкой
потом сшить вот эту вот дырочку. И получились вот такие шортики, штанишки. И теперь нам осталось вот сшить. Для того, чтобы не делать много хвостиков, вот этот хвостик, который мы оставили, довязывали. Вот здесь проходим через столбики. Вот так прячем эту ниточку и переходим туда, где нам нужно сшивать. Вот. И теперь будем вот так захватываем крайние вот ниточки с обеих сторон и сшиваем. Немножко так ниточки подтягиваем. Вот за крайние половинки столбика с обеих сторон. И вот здесь на штанинке у нас тоже маленькая дырочка. Теперь иголку выводим на изнанку, делаем узелок и прячем эту ниточку. И вот получились такие шортики, штанишки. Я еще в верхний ряд вставила вот такой шнурочек, связала из воздушных петель, для того, чтобы вот штанишки лучше сидели на зайчике. Вот так можно на узелок его завязать. Вот. И чтобы сделать комбинезончик, то можно вот связать сюда вот верхнюю деталь с шлевочками, и будет комбинезончик. Вот по центру я отметила 7 столбиков. Вот, привязываем сюда ниточку. И еще 2 воздушные петли для подъема. Это у нас один столбик. Этот хвостик сразу будем вязывать. 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Вот первый ряд 7 столбиков. 1 воздушная петля, разворачиваем вязание и здесь вяжем столбики без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и воздушные петли провязываем 7 столбик. Воздушная петля 1, 2, 3, разворачиваем вязание и вяжем 7 столбиков с накидом. 3, 4, 5, 6 и 7. И вот я делала зайчика. Как вы видите, этой высоты будет достаточно. И теперь здесь вяжем цепочку из воздушных петель.
И вот связали такие лямочки с одной стороны и со второй стороны соединительными столбиками, присоединились и спрятали ниточки. И вот получились такие сразу штанишки, шортики, а теперь уже комбинезончик. Всем спасибо за внимание, до новых встреч!